Друзья, вы на канале Big Trip Vlog. Всем огромный привет! Наше путешествие продолжается по новой стране. Это Мьянма. И сегодня у нас обзорная экскурсия по городу Янгон. Друзья, наконец-таки мы добрались до Мьянмы. Приехали мы сейчас из Индии, из города Кольката или Калькутта. И находимся в городе Янгон, бывшей столице страны Мьянма. Остановились мы в прекрасном отеле, который называется Рангон Хотел. Проходим внутрь отеля, и сразу же нас встречает шикарная терраса с красиво обставленной плетеной мебелью и картинами, символизирующие страну Мьянму. Мы заселились в отель ночью. Все это произошло очень быстро. Hello. Очень вежливые сотрудники, приятные, которые улыбаются и рады видеть гостей. Hello! Сейчас я пришла на второй этаж. Здесь лаунж-зона. В любое время дня и ночи. Здесь такая вечерняя атмосфера. Спокойная. На 15 этаже отеля находится ресторан на крыше. Здесь играет бодрая музыка. Всегда можно заказать что-то покушать, либо свежевыжатый сок, либо в закрытом помещении, где отлично работает кондиционер, либо прямо на террасе. Ресторан называется Port The Pier. Пойдем на открытую зону. Здесь тоже очень красиво, пахнет цветочками. Иногда поют птички, прилетают. Здесь открывается вид на город. В коридоре можно увидеть красивые фотографии, либо нарисованные картинки Мьянмы. Пройдем в нашу красивую комнату, и я вам сейчас ее покажу. Очень красивая, светлая, просторная комната. С другой стороны, она очень аккуратная. Большое зеркало. Прямо, знаете, чувствуется такая прям атмосфера расслабленности приятная. Повсюду картины со слониками, которые так привычны для любителей Таиланда. Красивые чаши в виде пагоды. Стена разрисована колоритными зданиями во всех комнатах. Большая двухспальная кровать удобная, матрас просто потрясающий. Прям на нем спишь и ловишь хорошие сны. Он вообще просто шикарно. Особенно после путешествия по Бангладеш и Индии начинаешь ценить такой комфорт. И здесь у нас мини-бар, который включен в стоимость проживания. Каждый день приносит питьевую водичку. Есть также кофе, чипсы, лапша быстрого приготовления. В холодильнике всегда есть напиточки, которые также дополняют. Тоже вода, пиво, газированная вода и энергетики. Из окна открывается красивый вид на речку, на строящийся мост.
Помимо этого в комнате также есть телевизор с большим экраном, поэтому можно лежать на постели и наслаждаться просмотром какого-нибудь фильма. Также здесь есть шкафчик, где можно оставить свои вещи, рюкзаки и сейф. Обязательно сохраняйте ценные вещи, паспорта, кошелек в безопасном месте. Также есть тапочки, полотенца. Ну и давайте пройдем в душевую комнату. Здесь еще одно зеркало, небольшая стойка для зубных щеток, гели для душа, шампунь, мыло, душевая комната с лейкой, отличная горячая вода, ну и унитаз. И чуть не забыла сказать вам, для комфортной температуры, конечно же, здесь есть кондиционер. В отеле есть два варианта завтрака. Если много гостей, то делают буфет. Если гостей немного, то можно выбрать завтраки по буфету. Давайте посмотрим, что у нас сегодня есть. Сегодня буфет. Жареный рис, также у нас есть цветная капуста тушеная, запеченная картошка со свининой, нудл. Ну и также можно сделать себе супчик самостоятельно. Бульон, лапша для этого есть. Также можно приготовить себе салат, либо сделать тосты, либо хлопья. Также есть отдельная станция, где можно сделать себе чай, кофе, налить сок, либо взять фрукты. В данном случае это арбуз. Можно расположиться либо на открытой террасе, либо внутри ресторана. Сейчас мы встретились с нашим гидом. Ее зовут Мэй. Hi, Мэй. Садимся в нашу машину, присаживаемся и готовимся к интересной программе. Сегодня у нас сити-тур по городу Янгон. Сегодня в городском туре по бывшей столице Мьянмы, городу Янгон, мы должны увидеть очень много красивых достопримечательностей, такие как храмы, пагоды, рынки, улицы, озера. Сейчас мы приехали в первый храм, чуть позже скажу вам его сложное название, а пока снимаем обувь, в том числе носки, и проходим уже внутрь. Название этого храма Бота-Та, или дословно переводится как «1000 военных офицеров». В этом храме хранится волос Будды, и он очень значим для местных жителей. Также хочу добавить, что после Второй мировой войны этот храм был разрушен, и его полностью восстанавливали. Мы сейчас ходим по храму, словно по лабиринту. Видим часто, что в таких вот уголках останавливаются, либо медитируют, либо молятся. И обратите внимание, что только в одну сторону, потому что там находится волос Будды, то есть в той стороне. До этого мы гуляли внутри храма, вдоль лабиринта проходили, смотрели интересные экспозиции. Сейчас мы вышли уже на улицу, во двор. Здесь также мы видим очень красивые сооружения, ступы. К сожалению, саму ступу мы сейчас увидеть не можем, потому что проходят реновационные работы. После их завершения она будет также красивой, золотой и сможет порадовать вас своим видом. Сейчас мы видим различные статуи Будды, и каждая обозначает свой определенный день. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье и есть еще 8-й. И все подходят к этим статуям и поливают Будду водой, но определенное количество раз. Например, если вам 25 лет, то вы 25 раз должны полить Будду водичкой. Это принесет, конечно же, счастье и долголетие.
омыть Будду столько раз, сколько вам лет. В моем случае это очень долгий процесс. После чего нужно водой омыть слоника, который находится внизу. Уже не обязательно по количеству лет. Это еще очень важное место для жителей, потому что они подходят к богу Погоджи, приносят ему свои подношения. Это либо вот такая вот корона, шарф, бананы, кокос, цветы. И видите, они прикасаются к богу, к его пальцу. Дело в том, что считается, что его ноготь, он священный и исполняет желания. Поэтому они сюда приходят, загадывают желания и приносят подношения. Ну что ж, надеюсь, что этот бог Погоджи исполнит мои желания. В этом храме есть еще одна активность. Можно приобрести жетончики за небольшую плату, после чего нужно попытаться попасть в чашу. И каждая чаша символизирует различные пожелания, будь то на удачу, либо на здоровье, еще какие-то. Помимо стандартных пожеланий, будь то здоровье или удача, здесь есть еще и необычные пожелания, такие как сдать экзамен, либо выиграть в лотерею. Очень интересно, мы с вами погуляли по этому храму. Он был построен в одно время, что и пагода Шведагон. Это главная пагода Янгона, но мы с вами там побываем чуть позже. По-прежнему босичком переходим дорогу и попадаем в еще одно интересное место. Это реальная женщина, которая приехала в Мьянму из Индии и очень помогала местным жителям в образовании, в медицине. Она также посещала этот храм. В 1956 году она умерла от астмы, но многие жители воспринимали ее как святую, поэтому построили ей здесь целый алтарь и тоже приносят подношения и молятся за здоровье. Мы сейчас пришли в порт и видим здесь большое количество лодок. Дело в том, что сюда приезжают очень бедные люди с другого берега. Приезжают они утром, пытаются здесь как-то заработать деньги, продавать птиц, рыбу, все, что найдут, и вечером снова возвращаются к себе на землю. Приезжают они на таких маленьких лодках. Такое расстояние они преодолевают ежедневно. Вот, например, один из жителей той земли, который пытается продавать мальков. Помимо рыб, возле пирса также продают здесь еще и птиц. Мы уточнили нашего гида, она рассказала, что их продают для того, чтобы кто-то их купил и выпустил на волю. Ну, достаточно сомнительное, конечно, мероприятие. Так, нам подарили сейчас небольшие презенты от компании, с которой мы путешествуем. Да, Фуми они называются. О, такой
бамбуковый веер, даже очень актуален в жару. Мне точно он не повредит. Помимо веера там еще что-то есть. Да, давай посмотрим. Так, здесь очень красивый блокнотик. Можно путешествие составлять, план ближайший. Так, помимо этого у нас также есть еще шопер. Шопер, да. Тоже очень полезный в хозяйстве. И ручка. Сейчас мы приехали на рынок, который называется Багиоки. Это очень крупный базар, характерный своими колониальными зданиями, также бирманскими изделиями ручной работы, антиквариатом, художественной галереей и одежды. Сейчас мы видим множество картин, и на одной из них я узнала озеро Инли, на которое мы должны обязательно отправиться. Вы, наверное, заметили, что многие девушки здесь ходят с интересной косметикой. Она такая желтая, как будто бы пудра на лбу, на щеках. И мы спросили, для чего вообще это. Сказали, что это для того, чтобы кожа была нежной. Делают это из древесины дерева танака. Сейчас нам показали, как можно ее получить. То есть нужно смочить твердую поверхность, взять это дерево и немного растирать. Ну вот, а потом эту танаку наносят на лицо. И получается как будто бы тональный крем, но натуральный. Решила приобрести этот волшебный крем. Буду, конечно же, носить его не на улице, а дома. Действительно, может быть, кожа будет мягкой и воздушной. Видим множество драгоценных камней, янтарь, рубин, жемчуг. Очень красивые изделия из драгоценных камней в виде Будды. Вот это рубин, наверное. Угу, красные. Гуляя по этому рынку, ощущается атмосфера спокойствия, никто к тебе не пристает, не навязывает свои товары, может спокойно подходить, узнавать цены, даже узнавать историю каких-то предметов. Все будут спокойно реагировать. Ну и, конечно же, хочется отметить, что температура везде очень приятная. Во все эти места, что мы приходим, работают отличные кондиционеры, да и на улице сейчас дует ветерок, но это пока, а вот днем будет самое пекло. Герб Российской Федерации. Сейчас спросили, что же за интересные здесь продаются блюда. Оказывается, многие из них сделаны из липкого риса, сикирайс называется, с добавлением коричневого сахара, с добавлением кунжута, различные сладости. No picture. One. That is together for your children. Myanmar handmade. I made myself. Вот такие чудеса, друзья. On the floor. Very easy. You cannot see anywhere. Not so many. Решила взять кольцо, я даже не знаю, из какого-то камня это интересно, но цвет интересный. Здесь зеленый, а здесь белый. 5000.
оказывается, это нефрит. И сейчас мне понравились еще браслетики из нефрита, и присматриваю тоже себе в покупку. Ага. В итоге теперь у меня есть колечко, браслетик и еще взяла сережки. Не могла устоять. Thank you. Thank you very much. И все это удовольствие 33 тысячи йен. Сейчас мы приехали в следующий храм. Это пагода, которая называется Натаджи. И она уникальна тем, что здесь есть огромный Будда. Эта пагода переводится как пятиэтажное здание, потому что высота Будды 18 метров, что соответствует высоте пятиэтажного здания. У этой пагоды есть свой монастырь. К сожалению, в 2017 году он был частично разрушен из-за шторма. Раньше его называли монастырь 100 крыш. Если до этого мы с вами были в храме сидячего Будды, то сейчас мы приехали посмотреть на одну из самых почитаемых статуй лежачего Будды. У всех храмов очень сложное название. Допустим, этот называется Чао Тай Чи. Я еще пытаюсь произносить с неким китайским наплывом. Не знаю уж, насколько у меня хорошо получается, потому что по-русски транскрипция звучит просто непроизносимая. Ну и, конечно же, этот лежачий Будда самый большой во всем Мьянме. Его длина 66 метров. В этом храме даже есть отдельная обзорная площадка, с которой лучше виден этот Будда. Строительство его началось в 1899 году, а закончилось в 1907 году. Но пропорции у него были неправильные, а выражение лица было агрессивное, поэтому решили все в 50-х годах переделать, все поменять. И отдельно даже заказывали глаза для этого Будды на стекольном заводе. Надо еще сказать пару слов о том, что мы путешествуем на очень комфортабельном минивэне с кондиционером. Здесь также есть у нас водичка, в любое время можно ее брать. Сейчас мы приехали к искусственному озеру 5-километровому, которое называется Кандаджи. Вдоль восточного побережья озера находится знаменитый Каравайк. Это бетонная копия бирманской королевской баржи, построенной в 1972 году. А сегодня здесь работает уже ресторан, который нужно бронировать заранее. С обзорной площадки с озера открывается вид на пагоду Швидагон, к которой мы совсем скоро отправимся. Белки здесь водятся, но
Так же, как и у нас, боятся людей. Спустя минут 5 мы приехали к пагоде Швидагон. Это главная святыня буддистов, расположенная в Мьянме, в городе Янгон. Перед входом в храм мы, как всегда, снимаем обувь. Также было принято решение отдать камеру, чтобы не платить налог в 30 тысяч кьят. Помимо этого, перед входом, поскольку я в шортах, мне будут повязывать мужскую юбку, которая здесь называется лонджа. Юбка цилиндрической формы, которая также может трансформироваться в шорты, но в данном случае она должна быть ниже колен. Вот такая вот, друзья, лонджа. Достаточно удобно в ней перемещаться. Сейчас мы находимся у главной пагоды Швидагон, которая выполнена из золотых пластин. На ее изготовление ушло 8 тонн чистого золота. Высота 98 метров. Но, к сожалению, она сейчас находится на реновации, и мы не можем увидеть ее в полной мере. Как нам рассказала гид, в пагоде Швидагон находится 2 больших колокола. И если пройтись по кругу, можно увидеть множество картин, которые рассказывают историю этого колокола, как его изначально привезли, как британская колония пыталась его украсть. Но в итоге он сейчас находится здесь, в этой красивой пагоде. Друзья, если уж я не могу себя охладить, то я хотя бы попробую сделать это с Буддой. Все, надеюсь, ему стало полегче. И мне, кстати, тоже, потому что здесь тенечки теперь. Тенечки великолепные, а на солнышке плюс 34 сегодня. Сейчас мы вернулись ко входу в пагоду, поэтому снова записываю на камеру. И здесь перед входом происходит не что иное, как, смотрите, какая большая очередь, не что иное, как раздача еды совершенно бесплатно всем желающим. Поэтому здесь питаются и старый, и млад, и детишки, и взрослые.
Is it every day they Not have every day, like- only Saturday, Sunday, like this only. But Saturday, Sunday also not every week. Как нам рассказал наш гид, здесь раздача еды проходит 2 раза в неделю, и то не каждую неделю. А я узнала, что это за суп. Это получается куриный бульон, также лапша, грибочки, лучок, еще посыпают перчиком чили. Во, вкуснятина. Неплохо, неплохо, с учетом того, что у нас пока был лишь облегченный ланч, а ужин только лишь нам предстоит сегодня испытать. Ну а если говорить о самой пагоде Швидагон, то внутри получается как маленький город. Если у вас совсем мало времени, чтобы изучить достопримечательности Янгона, то обязательно приезжайте именно в эту пагоду, потому что здесь вы увидите все. Сейчас в храме мы видели, как кокосы и бананы используют в виде подношения для Будды. Ну а мы решили просто остановиться и попить кокос. В такую жаркую погоду для нас кокос — это, наверное, самый лучший способ освежиться. 4000 кьят за один кокос. Божественный кокос такой сладкий, освежающий. Сейчас мы пришли на самую популярную улицу в городе Янгон. Это 19-я улица, либо, проще говоря, китайский квартал, Чайна-таун. Эта улица популярна своей уличной едой, своими прилавками по левую и правую сторону. То есть большая прогулочная улица, которая оживает во второй половине дня. Сейчас как раз время уже после 16 часов. И мы тоже заглянули сюда, чтобы посмотреть, чем здесь торгуют. Но прежде чем удариться в гастрономическую часть этой улицы, мы решили зайти в китайский храм, который также находится в самом начале этой улицы. Если честно, с радостью вышли обратно на улицу, потому что от благовоний очень сильно слезятся глаза, а там они зажжены огромными пачками, все их сжигают в виде даров. Ну что ж, начинаем нашу прогулку по 19-й стрит. Сразу же встречаем местные сладости, так называемые пудинги местные, фрукты, джекфрут. Джекфрут — это что-то типа помело или грейпфрута. Это помело, как Да, думаешь? это помело, это очищенный энгис. Так, здесь готовят уже пельмешки. Здесь тоже у нас рыбка, что-то типа роллов. Смотрим на местную еду, а также на китайскую еду. Здесь готовят дамплинги. Шпинат, чикен. Дамплинги с курицей. Так, вот подобное мы видим точно впервые. Кукуруза с какой-то поджаркой, а это похож на шпинат. Но тоже все жареное, пережаренное. Вот это уже рыбка. Здесь какие-то крабы, креветки. Здесь либо овощи, либо курица в панировочке, скорее всего, овощи какие-то. Сейчас гид нам рассказал, что так много людей здесь не каждый день, потому что какой-то китайский фестиваль проходил. Причем мы с вами находимся сейчас в китайском квартале, но не на 19-й улице, а на 20-й, потому что китайский квартал включает в себе как 20-ю улицу, на которой мы находимся, так же и 19-ю соседнюю улицу. Так, только что видели, как готовят яички перепелиные, поливают чем-то какие-то сладости, какой-то сгущенкой. Но мы движемся дальше, в сторону как раз 19-й улицы. Сейчас увидели яйца, которые очень сильно переварены и варятся с какими-то листами, да? Листами Да. и приправами. Похоже на китайские тысячелетние яйца. Огромный выбор различного мяса на шпажках, и не только мясо. Здесь и сердечки, и какие-то куриные другие вещи, и сосисочки, и колбасочки, и морепродукты.
И вот такие вот грибочки очень вкусные. Вот сейчас мы с вами уже на 19-й стрит, на 19-й улице. Слева-справа мы видим столики, стульчики, можно присесть в различные кафешки. Тут же при вас пожарят различное мясо или что вы выберете. Выбор здесь большой, есть даже напитки, пиво. Все предлагают различные явства, в основном это барбекю, конечно. Ого, ребята, я, конечно, пробовала жареных кузнечиков в Мексике, но таких огромных я ни разу в жизни не пробовала. Смотрите. Есть поменьше, для тех, кто первый раз. Сегодня мы посмотрели не только на интересные достопримечательности, но еще и узнали очень многого о жизни местного народа. Например, оказывается, когда ребенок рождается, то не родители дают ему имена, а они обращаются к астрологам, и астролог дает 10-15 вариантов в зависимости от дня рождения, от времени рождения и даже секунды. В общем, очень много интересных фактов, любопытных. И хочу сказать, что мне, конечно же, Мьянма напоминает частично Таиланд и немножечко даже Китай. И вот наш гид призналась даже, что она немного знает китайский, потому что их язык очень схож с китайским. Да, наверное, ошибочно Мьянму сравнивать, как я лично видел, некоторые блогеры лет 5 назад сравнивали с Индией, либо Бангладешем, то есть совсем другое. Сейчас Мьянма, ну, в частности, Янгон, город, в котором мы находимся, скорее больше похож на Таиланд или Малайзию, но совершенно не Индия. Здесь все гораздо спокойней, все немного потише, скажем так, да? Для меня здесь даже запахи другие. Просто вот ты идешь и пахнет вот таким вот, знаете, чисто азиатским. Да, кисло-сладкие вот такие. Немного другая атмосфера. И разница колоссальная между тем, что я видел на видео 5-летней давности. Это еще было до военного переворота, до того, как здесь случились эти страшные события, которые еще кое-где продолжаются в некоторых местах, но в целом, вот именно здесь, в Янгоне, здесь все спокойно, здесь все рады туристам, туристов не так много, хотя мы встречали даже русскоговорящих. По отношению мне Мьянма, и люди, точнее, напоминают Таиланд 10 лет назад, потому что когда тебя видят, улыбаются, махают тебе рукой, готовы чем-то помочь, очень здорово. Да, похоже, что Мьянма — это Таиланд на минималках, то есть такой, знаете, он и подешевле здесь, и все крайне-крайне приветливо, особенно к туристам. Вот я уже сказал, что мы здесь видели российских туристов, а это не случайно, ведь виза для россиян не нужна в Мьянму. Представляете, отменили визу, поэтому приезжаете в аэропорт, проходите контроль, и вам тут же пограничник ставит визу на 30 дней. Причем не спрашивают ничего. Ну, по крайней мере, сейчас ни отель не спросили, ни обратный билет. Здесь делают импровизированный салатик такой небольшой. То есть берут кукурузу, фасоль. А это рыбка, что-то типа анчоуса. И все это перемешивают. Добавляют немножко масла. И получается салатик. Как тебе такое? Ну, я бы не попробовала, если честно. Ну, на самом деле, я бы попробовал. Не вижу в этих ингредиентах ничего плохого. It's like some salad or... Yes, this one is salad, tea leaf salad. This one also our traditional salad also. Oh, it's traditional Yes, salad. this one is tea leaf. What is it? This one is tea leaf, green tea. Оказывается, вот эта зеленая смесь, похожая немножко на соус песто, это не что иное, как чайный лист. Небольшая поправка, друзья, кукуруза и пинат, то есть это орех. Это не фасоль, а это именно арахис. Будешь пробовать? Я не буду. Во-первых, я бы даже не пробовал, если бы они не шевелились. А тут они еще и шевелятся. Тут они в каком-то рассоле, а здесь они в нечто похожем на молоко. And how you can explain this? What is it? Also, this is just like a cockroach, and they fry. And also, some people eat only like this also. Like Some- fresh, yeah? Yes, yes. Tasty. It's milk or something like No, this? no, it's milk. 你买的牛奶油。牛奶是，然后叫鱼油。
is mixed. This one is with water. Ну вот, видите, как нам гид все просто рассказала. Кто-то любит свежими есть, ну то есть обжаренными. Кто-то любит в молочке, то есть не зажаренными, а свежими кушать. Ну а кто-то любит просто в воде. Главное, что они там дергаются, живые, и можно попробовать. Просто огромные кузнечики, ребята. Увидели здесь фрукт, который мы так любим. И он продается на рынке, но цена очень кусается. Сколько? 60 тысяч за один вот такой кусочек. Один кусочек, 60 тысяч кьят. Это дуриан, господа. Если кто еще не знает, фрукт с колючками. Ну, а по вкусу, я думаю, объяснять вам не стоит. Он совершенно разный. Ну, также встречаются и обычные для нас фрукты, апельсины, помело. Там режут джекфрут. Здесь уже что-то более необычное. Такие яблоки, похожие на сливу. Арбуз, посмотрите, какой красивый. Очень мало косточек, красный, спелый. Папайю видим, помело. Также апельсины. Ну а дальше уже продаются какие-то крабы. Крабы, также зажаренное мясо, либо курица здесь. Может быть, клешни краба вы желаете? С одной стороны, хорошо, что мы не голодные. А с другой стороны, плохо, то, что мы не пробуем это все, правильно? Да, мне особенно грустно, что я не пробую дуриан за несколько тысяч рублей маленький кусочек. Ну да, дуриан по такой цене мы, конечно, еще не встречали. Встречаем людей, которые которые интересуются, какой у нас канал. Мы им пишем название. А вы, друзья, тоже, если не подписаны, то обязательно подписывайтесь на Big Trip Vlog. Смотрите наши выпуски, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить. А пока не пропускаем эти шарики. Готовят традиционный рыбный суп. Нам рассказали, что сегодня первый день фестиваля, сегодня 25 января, и продлится он до 28 января. То есть еще несколько дней будет китайский фестиваль. Это в честь того, что у них завершился китайский Новый год. Вот такие традиции. Ну а здесь мы видим китайские сладости. В переулке обнаружили еще местный рынок, где можно купить и морепродукты, и рыбу, и цветы, и овощи, и фрукты, все что угодно. Друзья, пришло время показать вам, что такое бетель. Бетель – это легкий наркотик, смотрите, который скручивают в лист, добавляют туда эту красную смесь, ее скручивают в лист. Давайте посмотрим весь процесс. После того, как скрутили в лист эту смесь, ее кладут за щеку, потом жуют. Получается некий такой эффект эйфории, плюс притупляется чувство голода, да. Но, конечно же, с этой штукой нужно быть аккуратным, потому что есть и побочка. Побочка в виде зубов, красно-коричневых, знаете, такие они не очень хорошего качества становятся, зубы. Плюс могут развиться некоторые онкологические заболевания. В конечном итоге вот так выглядят завернутые уже листочки. И одна штучка, вот один листок, завернутый с этой красной такой химозой, стоит 100 местных кьят. То есть не так дорого. Соответственно, 6 штук в пачке. Пачка стоит 600 кьят. Но я даже пробовать не буду, потому что насмотрелся я этого видео. Те, кто пробовали, сразу же выплевывают, потому что это жевать невозможно. Это, ну, к этой гадости нужно привыкнуть. Ну, а еще лучше совсем не привыкать. Как я уже говорил, после нее зубы становятся красными, плюс могут развиться какие-то онкологические заболевания. Но чувство эйфории, конечно, это для некоторых превыше всего. Беспроигрышная лотерея, друзья. Никакого подвоха. Тома только что выиграла ручку, а мы сейчас выиграем что-то другое. Еще. Итого 2 ручки, друзья. Не удалось нам достать авокадо. Нам, как туристам, немного упростили эту лотерею, потому что
До этого нужно было зарегистрироваться на каком-то сайте, пройти определенную процедуру верификации, а уж потом тянуть бумажку. Ну а мы просто ее вытянули и забрали приз. Только что мы видели, как готовят жареное мороженое. Так популярно в Таиланде и в других азиатских странах. Сейчас направляемся к нашему автомобилю, чтобы поехать обратно к нам в отель. Вечером мы вернулись в наш отель. Мы довольны сегодняшним днем, узнали очень много нового. Мы бывали в новой стране, в новом городе. И все это благодаря нашему гиду, который зовут Мэй. May, thank you so much for this day because it's our first day here, and now we think that your country is very beautiful, people very friendly, and it's all about you. Thank you so much. Yes, welcome. I'm also happy to with you. Yes. Ну и, конечно же, обращайтесь в компанию, которая называется Fly Mya, потому что у них самые выгодные цены, и они делают экскурсии не только по Мьянме, но еще и по Таиланду, Индонезии и другим азиатским странам. Ну а вы, друзья, обязательно подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, ставьте лайк. Не забываем, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, и всем до новых встреч. Bye! Бай-бай. Увидимся в Мьянме.